Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Свой влог я начинаю с уборки. Давно пора. Ну, не то чтобы какой-то основательный, чисто протереть пыль. Но все-таки. Тем более я тут раскрашивала много и акварелью, и сухую пастель использовала. Вот. Ну, на верхней полке я чисто вот антисептиком побрызгала, так уж нейтрально. Вот. Протереть пыль и все на место поставлю. Ничего там, коробки протирать не буду. А вот здесь вот... Ну, просто то, что сверху лежит, как ни странно, я эти коробки туда-сюда тягаю. Вот. А здесь все вроде как на месте стоит, потому что под рукой удобно. Ну и... Поэтому как бы вытаскиваю что-то, а сверху все пылью покрывается. Вот. Ну, я сначала средством из Fix Price протираю, потом антисептиком и полиролью. Вот. Теперь сейчас верну на место эти коробки. Так, что-то пошло не так. Ладно, сейчас вытащу все по ходу. Внутри протру. У меня как-то сегодня день бодрячком. Я после возвращения из Питера не стала себя заставлять. Я дала себе и выспаться, и вообще как бы... А вчера я уже поняла, что можно составлять себе расписание и четко по нему действовать. И, на удивление, я встала в 6 утра, уже, и, не знаю, позавтракала, полы помыла, ну, пропылесосила, собаку вывела, и сейчас вот здесь убираюсь. И душ приняла, не знаю, просто как-то бодрячком, короче. Ну, хочется верить, что так и будет дальше, но сколько раз. Ой, не удавалось. Ну, крайний раз мне не удалось, потому что из-за одного нетактичного человека. Ну, в том плане, что легла, меня разбудили, а для меня это вот достаточно. Чтобы погрести ярких эмоций и не уснуть. Ну вот, уборка закончена, и можно приступить к раскрашиванию. Я сейчас хочу показать по совместному раскрашиванию, что я вчера сделала. Ну, в общем, дораскрашивала иллюстрацию. Прошу прощения там за звуки. У меня на другом телефоне прорвало. Вот. Только единственное, что перепутала. Я не знаю почему, но здесь раскрасила серым, хотя должно было быть коричневый. Там, где черное, ну, пришлось уже выкручиваться. Там, где черное должно было быть рыжее, ну, соответственно, раз уж серое, то пусть будет черненькое. Ну и тут вот я оставила белое. Ну, в принципе, так тоже можно, почему нет? В конце-то концов. В общем, вот так получилось. И еще я в волшебных мирах тоже по совместному раскрашиванию. Ну, считайте, половину иллюстрации раскрасила. Сейчас я так ее сдвину, чтобы просто все по порядку лежало. Вот. Ну, в целом нормально дело движется. Я думаю, что сегодня, скорее всего, я это уже доделаю. По крайней мере, надеюсь на это. Сейчас я подберу, чтобы еще пораскрашивать. Покажу вам. По плану у меня раскраска «Загадочные кошки». Обычно я с нее начинаю месяц, но что-то она мне вообще поднадоела достаточно сильно. Но мы красим здесь по порядку вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны в конечной заставке. Вот. В прошлом месяце вот этот был кошак. Ну и, соответственно, вот следующая страница. Я уже говорила, но просто, естественно, на моем канале есть и новые люди. Вот. Я обычно чередую то рыжие, но, опять же, тут, видите, то такие сочетания, то такие. Уж что возьму, какие, так сказать, цвета.
вот, то вот серые. Вот. И, как правило, так и чередую, потому что, ну, это наиболее оптимальный вариант. Здесь я так импровизировала, здесь тоже. Но вот потом, видите, стала поочередно красить. И у меня еще в конце одна иллюстрация сделана, это когда у меня только раскраска появилась. Вот эта мне работа больше всего нравится. Ну вот, но сегодня я что-то решила, что, наверное, я хочу взять, наверное, разные цвета и сделать что-нибудь такое пестренькое. Сейчас я придумаю, какие именно фломастеры я возьму. И, в общем-то, приступлю. Цвета я подобрала. У меня в основном это Икея и один Ашан с птичкой двусторонний. Здесь серый, темно-серый, такой какой-то синий-серый, фиолетовый. Ну, в общем, вот такие цвета я выбрала. От самого темного к самому типа светлому. Просто хочу разнообразия, а то, правда, в один прекрасный момент появится желание просто забросить эту раскраску. Вот. Ну что ж, я вам сейчас покажу процесс. Кому интересно, оставайтесь со мной. Начну по традиции с единички и с больших кружков. Потом уже перейду к маленьким. Это что-то типа темно-серого. Сначала обведу. Еще немного. Так, ну и теперь можно закрашивать. Вот эти фломастеры прям для больших фрагментов очень хорошо идут. Ну, я думаю, многие знают. В общем, замечательные фломастеры. Так, номер 2. То же самое. Пообвожу самое такое простое. Для начала покрупней. То, что более-менее, так сказать, отдельно. Цвет очень красивый, мне нравится. И номер 3. Здесь уже можно тоненьким кончиком для удобства провести. Ну, Икея это тоже удобно. Но вот эти актуальны с тонким кончиком. Ну, а теперь толстым закрашиваю. Как видите, цвет очень красивый тоже, но он отличается от цвета на колпачке. И, кстати, жаль, потому что этот цвет хоть и красивый, но тот, что на колпачке, значительно лучше. Я прям была просто счастлива. Номер 4. Просто вот то, что под номером 3, то, что на колпачке, это прям для какого-нибудь там космоса, еще для чего-нибудь бы подошло. Мне так кажется. Вообще очень необычный, красивый оттенок. Так, еще пообвожу, позакрашиваю. И потом буду раскрашивать уже за кадром. Сделаю включение. Так, ну и номер 5. Что-то здесь как-то мелко, бледно. Ну, бледно это всегда 5 номер. Ну, в общем, что вижу, то раскрашу. Остальное, конечно, надо уже совсем вблизи, чтобы было более-менее аккуратно. Пока что непонятно, что тут получается, но в любом случае дело двигается, и я за кадром пораскрашивала. Вот здесь, конечно, можно было не обводить, но мне все-таки нравится именно так. В каких-то случаях, не везде, конечно. Не знаю, как оно в итоге выйдет, но, по крайней мере, мне веселее раскрашивать, чем одними и теми же цветами.
Вот. Но я сейчас эту раскраску отложу, потому что я ее крашу не за один день. Нет, иногда за один день, но, знаете, тоже так, в течение дня. Вот сейчас я ее отложу и выберу что-то еще. Ну, сейчас я достала пейзажи, потому что нужно как-то нагонять. Нет, не сказать, что я что-то не успеваю, но все-таки для меня как-то странно, что я все, что начинаю обычно в начале месяца, оставила на потом. Вот. Поэтому сегодня решила пройтись по номерам, потому что как бы я раскраски по номерам люблю. Эти у меня обычно легко идут, но все-таки много мелкотни и раскрасок много, поэтому я решила, что нужно как-то сейчас уже начать и каждый день потихоньку доделывать. Мы с Оксаной выбрали 9-ю страничку с пейзажем, вот с этим, господи, с водопадом. Так, сейчас я найду. Так, это что? 3-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, наверное. Да, 9-я. Ну, вот здесь тоже, да, много всякой мелочевки, поэтому нужно это уже сейчас лучше начать, и чтобы потом все это не было никакой спешки. Так, что тут у нас с палитрой? Ну, конечно, как водится, огромное количество синего цвета, голубого, синего, ну, все как всегда. Так, и здесь я смотрю такой темно-зеленый. Еще посмотрим, что именно. Наверное, тоже попробую брашпенами, хотя нет, можно, наверное, взять фломастеры кисти от Эрих Краузе. Но я что-то не помню, заканчивается он у меня или нет сейчас, потому что, по-моему, я его так активно использовала. Сейчас его еще найти надо в этой куче фломастеров. Минутку. С другой стороны, вот попался мне икеевский. Наверное, начну им. Хотя, может быть, он... Ну, посмотрим. Ладно, я сейчас все подберу получше и к вам вернусь. Разобралась я с цветами. Ну, пока взяла зеленый. В итоге вот этот он у меня будет номером 8, а этот как раз-таки 12. 4-й номер я, честно, никак не смогла подобрать. При том, что у меня там брашпены большущий набор. То есть это какой-то серо-зеленый, мне кажется, даже. Ну, короче говоря, точно такого я не подобрала. Но это не страшно. Будет у меня вот такой вот цвет. В общем, оставайтесь со мной. Сейчас я вам покажу процесс раскрашивания. Налила себе немножко капучино, хотя для меня это вообще не очень-то стандартный напиток. Но если я и пью иногда капучино, то только вот такой вот, знаете, ну, типа не настоящий, растворимый. Но это бывает крайне редко. Вот в кофейне я никогда не заказываю капучино, потому что когда это вот делают, все как, ну, положено, там, у меня как-то желудок это все не принимает. Вот. Я всегда беру в кофейнях американо. Ну, как правило, просто американо без сахара. Тут, правда, в Ашане, когда была, взяла впервые с сахаром, потому что поняла, что у меня голова кружится. Вот. Ну и в любимой кофейне я беру с базиликовым сиропом. А дома я готовлю что-то среднее между американо и эспрессо. Вот. И тоже без сахара, без всего предпочитаю. Ну, что-то, не знаю, захотелось. Вот. Ну, в общем-то, здесь тоже раскрашиваю как-то так, ну, в общем, с удовольствием. Конечно, тут мелкотни.
вот этих рваных контуров, как наверху с темно-зеленым цветом. Я, кстати, вначале пыталась найти номер 12, а потом поняла, что здесь всего-то 11 номеров, поэтому 12 я не вижу. Вот цвет очень красивый. Да. Ну, а вроде даже, знаете, брашпенами мне здесь и понравилось раскрашивать. Неплохо. Ну, в общем, я потихонечку тут раскрашиваю. Здесь вот так. Работа кропотливая, поэтому движется медленно. Вот пока я все зелеными оттенками развлекаюсь, потом уже перейду на другие. Ну, потому что у меня вот то, что по номерам, у меня одна раскраска, другая, третья начата, везде фломастеры лежат, и все это как-то. Поэтому я стараюсь хотя бы по возможности там один цвет закончить, убрать на место, ну и так далее. Хотя, конечно, здесь-то сложно. Здесь вроде смотришь даже на более крупных, скажем, в крупных раскрасках, да, там, где элементы имеется в виду крупные, там-то бывает цифру не заметишь, а тут тем более. Вот, ну, в общем, вот так вот. Ну, с обратной стороны все, где-то что-то протекло, где-то просвечивает, но этот лист не испорчен, то есть ничего не нужно подкладывать. Вот. В общем, будет мне чем сегодня в течение дня заняться, когда захочу сделать перерывчик. Вечером за просмотром какого-нибудь фильма. В общем, дел много. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 3 рыжие 3 Под видео будет ссылка на активный гражданин. Это если вы живете в Москве. Можете там зарегистрироваться, участвовать в разных там городских голосованиях, голосовать за новости, ну и тому подобное, получать баллы и обменивать баллы на классные подарки, в том числе на промокоды в магазины типа Леонардо и тому подобное. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.